Илсдари и Мазели, приветствую, с вами Сэр Холмс, Morrowind Tamriel Rebuild, продолжаю проходить, нахожусь в Аккаморе, в гильдии бойцов, у меня ночной сон здоровый, и на повестке дня отправиться по магазинам, собственно, Аккаморы и по магазинам Старого Эбенгарда, туда я планирую телепортироваться, чтобы продать то, что мне удалось насобирать за последние путешествия, и часть этого добра выложить в своем схроне в Старом Эбенгарде. Вот, но сначала, конечно же, схожу в трактир позавтракать. Как же без этого? Ой, а что такое? Эти скальные наездники. Я думал, меня так не взлюбили местные, что уже стража на меня тут нападает. Я напомню, что прошлый эпизод закончился тем, что я, по сути, видимо, то ли прикрыл для себя уже навсегда, то ли завалил ветку квестов гильдии бойцов. Вот, ну знаете, я подумал еще раз над этим всем. Во-первых, это гильдия бойцов местная под управлением темной эльфийки попирает, собственно, принципы гильдии бойцов. Вот, заставляя нас охотиться за рабами, в то время как империя, чьей фракцией является гильдия бойцов, рабства вообще не признает. Вот, и во-вторых, она же посылает меня совершить убийство, по сути, на священных землях Данмеров же. Собственно, покаявшуюся в своих грехах Данмершу. Вот, и несмотря на все мои заверения, мне не верят, и вот мне, в общем-то, заказчик даже и слова сказать не дал особо. Вот, не стал слушать моих аргументов, просто выставил меня. Но я думаю, я на самом деле сейчас больший Данмер, чем они тут. Так что черт с ними со всеми. Вот, ну ладно, давайте, наверное, это все я проверну за кадром и увидимся в Старом Эбенгарде. Итак, вот результаты. Здесь у меня лежит что-то непроданное, знаете, то, что я перекупаю торговцев, у которых не хватает денег за все дорогие штуки, которые я им впариваю. Вот это на будущее. Здесь куча моих свитков запасных. Когда-нибудь я их возьму с собой. А потом я выложил все кольца, вот эти восстановления навыков, потому что я приобрел в гильдии магов Аккаморы заклинания соответствующие. В принципе, это не так часто мне приходится использовать. И пусть лучше будут заклинания на этот счет. Вот. Потом пополнил коллекцию дедрического оружия. У меня, по-моему, все уже есть тут. Тут вот старый солдатский меч, всякая такая. В общем, тяга к коллекционированию у меня все сильнее в Моровинде. Вот адамантиновый посох огня, наверное, на случай, когда я решу прокачивать дробящее оружие. Выложил кучу ключей, как видите, инвентарь у меня расчистился немного. Их слишком уж много накопилось. Выложил те, которые вряд ли когда-то мне понадобятся. Ну, знаете, точнее, я оставил те, которые с какой-то долей вероятности могут вообще понадобиться мне когда-либо. Выложил пару записок, ну и, собственно, как-то так. Вот тут еще наплечник, все эти уникальные штуки, хочется их сохранить. Вот, собственно, все. Я еще должен признаться, что довольно много это времени отнимает все, весь этот шопинг. Учитывая, что у меня почти 310 тысяч септимов, я думаю, у меня нет смысла так заморачиваться с этим. И с этого момента часть каких-то штук буду пропускать, ну, которые раньше бы я взял, чтобы продать. Вот. Наверное, будут только самые, знаете, приятные в плане цены, вроде доэдрического и эбонитового оружия, доспехов, драгоценные камни, какие-то уникальные артефакты, камни душ с кем-то могучим пойманным в них. И
просто какие-то, возможно, будут попадаться вещи, у которых небольшой вес, но приятная цена вроде выдержанного бренди, которая стоит 500 септимов. О, здрасте. Ой, ой. Отстань. О, прокачал мне броню, спасибо. Легкую. Вот, а выдвинулся я в Данек FL, я об этом уже упоминал в прошлом эпизоде, и мои планы не изменились, собственно. Насколько я помню, он где-то там. Хотел его изучить поподробнее. Потом двинуться в Тель-Мусаду на север. Уже недалеко земли Тилвани будут. Вот в Акаморе ко мне никто больше не приставал. А жаль. Ну ничего, я тут, наверное, еще вернусь когда-то в Акамору. Может, кто-то что-то скажет еще. Так. Я тут купил побольше вот таких вот дротиков. Возможно, когда-нибудь я их использую даже. Остальные стрелы, кстати, тяжелее, чем... а смотрите-ка, вот эти вот ощутимо прям тяжелее. Давайте-ка я лучше их буду использовать сначала. Несмотря на то, что они дамажные. И как бы ценнее из-за этого. Вес все-таки играет немаловажную роль тоже. Так, а что ты даешь? Гравитацию. Я что-то не припомню этой дороги. А это точно в данный кафе? Может быть и нет. Ух ты, смотрите, что там. Вид, смотрите. О, отличный выстрел. Ну, тут интересно. Хижина чья-то. Возможно, тут бывал когда-то, но я уж не помню. Да, все-таки эта местность вокруг Акаморы, она изобилует интересными такими местами. Красиво довольно получилось, что дерево свою ветвь пустило прямо на этот мост. Так наверняка не было задумано, но... Слушай, дай-ка, я тут пересматривал еще заклинания все свои и подумал, что... Мне неплохо было бы... А зачем мне вот это заклинание? Слабость к корпусу. Странно. На 100%. Чтобы получить корпус? Есть что-нибудь на касание? Вот, значит, смотрел заклинания все свои и подумал, что неплохо было бы тоже прокачивать их. Какие-то другие школы уже. Желательно, чтобы от силы воли зависели, конечно, еще. Это, кстати, какие? А, разрушение как раз таки, кстати. Изменение. Мистицизм. И восстановление. Ну, тут проще сказать, какие не. От силы воли это колдовство, да? От интеллекта зависит. И зачарование. Ладно, просто качать магию всякую разную, и будет мне радость. Сила воли у меня меньше всего развита. Ну, удачу не считаю, конечно. На касание-то ничего нет. Может, кулаками пробовать забрать эту крысу? Вот, я сам себя покоцаю, неохота. А вот Frostbite есть. Давай.
О, хорошо. Может поставить этот Frostbite куда-нибудь на быстрый слот? Вот вместо пинприка, да? Холодный укус, да? Так, это у меня на 7. Кольцо медузы я, кстати, не использую. Тоже в идеале бы что-то другое вместо него сюда поставить. Ладно. Подумаю. Кстати, может, вы подскажете, чем я, знаете, за собой сам не замечаю, а может быть, вы это видите четко, что... Возможно, что-то мне стоило бы поставить на быстрый слот. Вместо этого взгляда медузы. Я-то сам за собой не очень это... Не очень удобно за собой отслеживать, чем я часто пользуюсь, и чем нет. Скелет. Интересно. Я так и подозревал, что это скелет, когда издалека это увидел. Такой живет тут отшельником. Рыбак, да? А, закрыто. Мне же интересно глянуть, что тут. Такое приятное довольно убранство. Религиозные тексты. Застрял в балках. Ладно, про уют я бы тут особо не заикался. А может быть, это он там валяется? Надо проверить. Утонувший труп. Кстати, знаете, я даже не знал, что тут с левитацией можно под водой летать. Приятный сюрприз. Ладно, пора двигать дальше. Все еще без особого понятия, куда я приду. Но от этого интересней. Тут я еще не бывал. О, пещера. Тихо. На. Да, я помню, что говорил, что больше особо не хочу лазить по пещерам, но... О. Это, мне кажется, интересно. Стой, стой, стой. А, ты... Понятно. Выглядел дружелюбным сначала. Так, пепельный батат у меня же есть, да, с собой? Вроде интеллект повышает, это полезно. По-моему, нет у меня пепельного батата. Теперь есть. Хоть один надо с собой носить. Больше похоже на яичную шахту по... рельефу своему пещера. I could kill that guard.
Those boots are ruined. Не успел. Хорошее кольцо, спасибо. Можно его продать смело. Чё же этот ключ? Впервые такое кольцо вижу. Серебряное плетение какое-то. Иллюзию прокачал. Так, чё я застреваю-то тут? О, наверное, отсюда, да, ключ? Угу. Так, незамысловато. Я думаю, надо бы эти мне ключи сразу как-то... О, смотрите, что тут у нас. Вот такие вещи меня всегда радуют, приятно. Была пещера, а тут вот у нас начинаются две мирские руины. Правда, они не успели их особо тут откопать. Проникнуть в них, наверное, по крайней мере, отсюда не удастся. Да, эти ключи надо выкладывать сразу. Как тебя там звали? Мерлис. Сюда. Чтоб мне не захламляли инвентарь. Использовал ключ по назначению. Все, больше он не нужен. Мана кончилась. О, идеальный момент, чтобы... Ты же... Чудесно. Грустно, наверное, было Дарнеллу. То, что он даже не смог из-за своей компаньонши добраться до врага. О, двемирский меч, однако. Вечера. Я, пожалуй, тут задерживаться не буду. Интересно. Так, здесь ничего интересного. Можно смело продвигаться. Вот здесь может быть что-то. Давайте. Так. Сделаю это. А, кстати, я забыл сменить вооружение. Сейчас. Переодеть шапку и амулет. Окей, зато теперь вспомнил.
Так, вот, оставляю на себе вот эти вещи. С собой беру только клинок. Зелье. Нет зелья восстановления здоровья, да? А это ж повод. Знаете, давайте попробуем. Мне часто подсказывали, что стоит делать себе зелье укрепления интеллекта с помощью хорошего снаряжения. Ну, у меня не лучшее, но почти самое лучшее. А потом уже варить побольше зелий. Тогда у них будет эффект лучше, потому как у тебя интеллект усилен. Правда, у меня тут, похоже, кроме пепельного батата-то и нет. Ничего, чтобы усилить интеллект. Печально. Ну, может быть, у кого-то скрытое есть свойство. Не, ладно, не буду выпендриваться. Давайте просто зелье восстановления здоровья сварю одно и хватит на этом. Давайте, наверное, из корня хамума. Вот, да, вот так. Чудесно. Ну, значит, его беру с собой. Где оно, кстати? Что, мои зелья стали теперь... Почему я его не вижу? А, вот. А, так оно у меня было, похоже, уже. Причем тоже из корня хамума и соленого риса. Ладно, одно из них беру. Свиток перышка. Черт с ним. Вот эту отмычку. И где там? Вот этот щуп. Все. Остального со мной как бы нет ничего. Тут еще и жилой какой-то руды, адамантин. Адамантин. Что, неужели это все? Ладно. Ведь могли бы это потенциально сделать вемерскими руинами скрытыми. Ладно. Не так же. Мой шлем. Этот амулет. Как-то так. Как я весь свечусь прям. Знаете, наверное, давайте на боковую сейчас. Все-таки, чтобы в светлое время суток исследовать местность. Вот. Тут, кстати, тоже какой-то путь интересный есть. Он получается на восток. То есть обратно, по факту. Туда я пока не хочу. Но все-таки цель до Накафелла добраться. Так, это я где? Камора, да, Накафелла, Камора.
Ага, ну это меня, да, приведет обратно к Акаморе. Да, на КФЛ сюда. Еще и дождь пошел. Эти шепотки, слышите? Да, на КФЛ близко. Угу, помню эту долину. Я наткнулся на нее перед тем, как найти спрятанные додорические руины. Мифалы. С кучей паучих в них. По-моему... нет. В этой пещере я тоже не был еще. На. Да что ж ты... Ну, я тут, кстати, был еще без грасскавера этого. С травкой тут еще поприятней. Так. Чтоб не мешал. Тут аж две пещеры, смотрите. Это интересно, это необычно. Вон, да, на КФЛ, да, похоже. Это одна это... это шахта яичная. Ну, она вот, наверное... необитаема. Ну, посмотрим. Судя по тому, что тут рабочий Квама есть. Келидан. Нет, это разные данжи. Но мне все равно хочется это проверить. Ставлю на то, что он на... Нет, не угадал. Тут есть шахтеры. Здравствуй. Что тут у вас слышно? Как у вас матка близко к выходу расположена? Знаете. Не вижу тут особого интереса для себя. Но если вдруг кто-то в этой шахте бывал и тут что-то интересное, то дайте знать в комментариях. А сам полезу в пещеру. Я на самом деле уже подзаблудился немного. Стража Индарил. Сервен. Тут, похоже, просто шахтеры живут эти. То есть это такое шахтерское поселение, оно же пещера. Ну да, такие есть. Вообще довольно необычно, но... предложить им мне нечего здесь. Да, дружище? Угу. У всех, кстати, довольно одинаковые реплики. В плане маленький секрет, маленький совет.
Да ладно, издеваешься, что ли, улетел? Уж эти фуражиры Квама. Ладно. Ну, наверное, дорога к Данакафеллу это вот очевидно, да? Я все равно хочу свериться с указателем. Угу. Северный вход в Камору туда. Граунд-каверные грибочки. Чудесно. Приятно, что для разных регионов разный граунд-кавер. Так. Нет. А, подожди, пепельный батат, он же восстанавливает. А, нет, укрепляет. Все правильно. Нужно еще что-то, укрепляющий интеллект. Так, тут ничего. Ты укрепляешь интеллект, цветок? Нет, ты крэш трава. Ты укрепляешь ловкость. Ага, вот он, да, на кафе древнеиндарильской архитектуры, да? Или можно даже сказать киммерской. Напоминаю, что я тут бывал уже, но очень так по-шальному, если можно так выразиться. Вот, особо не изучая ничего. Вот, ну давайте сейчас пока закруглимся. Исследованию Данакафелла посвятим следующий эпизод. Вот. Спасибо вам за просмотры. С вами был Сэр Холмс, Morrowind Umbrella Rebuild. Лайки, подписки. Пока-пока.